горячий кофе. Это не в китайской культуре. Друзья, привет! С вами Галя Карен, и сегодня я отправляюсь в очередное путешествие в Китай. В два города – Пекин и Гуанчжоу. Сначала я лечу в Гуанчжоу через Пекин. Нет прямого рейса из Барселоны. Например, из Москвы можно долететь прямым рейсом до Гуанчжоу. Из Барселоны только с пересадкой. И затем я возвращаюсь в Пекин, из Пекина уже в Барселону. Посмотрим, что можно увидеть, рассказать вам. Я думаю, что много чего. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Это очень важно для его развития. Мне приятно. Вы будете получать новые уведомления. Ну что, погнали. И, кстати, да, дорога очень долгая. Сначала 12 часов до Пекина, и потом еще после двухчасовой пересадки еще несколько часов до Гуанчжоу. То есть в сумме получается 17 часов. Прилетая в Гуанчжоу, нас встречает красивый, светлый, современный аэропорт Баюнь, примерно в 30 километрах от города. Построен он был относительно недавно, в 2014 году. До этого взлетно-посадочная полоса находилась совсем рядом с жилыми домами. Остановилась я в Ocean отель Гуанчжоу. В обычное время номер в этом отеле стоит примерно 48 евро. Но надо отдавать себе отчет, что во время Canton Fair, кантонской выставки, этот номер за сутки может стоить 400 евро и даже больше. Вообще все отели во время кантонской ярмарки сильно дорожают. Что такое Canton Fair? Или кантонская ярмарка. Это самая крупная в Китае торговая выставка. Если честно, она уже затмевает многие европейские выставки. В те времена, когда проходит Кантон Фэр в Гуанчжоу, а проходит она 2 раза в год и делится на 3 сессии по 5 дней, во многих отелях делаются такие комплименты для посетителей. Вот как здесь. Красивая игра, чайная церемония, бесплатное вино и вот такой вот симпатичный десерт, который я сейчас съем. Гуанчжоу, так же как Москва, никогда не спит. Здесь постоянно проводятся концерты на улицах, ярмарки. Люди продают разные штучки, украшения, вкусняшки. Можно купить коктейли попить, можно попробовать экзотику, то есть все вместе. Погода прекрасная, стоит жара в конце октября. Вот сейчас поздно вечером плюс 25. Жизнь прекрасна. Новый день, новые планы. И свой поход по городу я начинаю, ну, конечно же, с арт-музея. Открылся он совсем недавно, буквально в прошлом году. Э, Похож по дизайну на лилию, находящуюся на воде. Работает с 9 утра до 5 вечера, как всегда, понедельник выходной. Но все музеи в Гуанчжоу имеют бесплатный вход, и это приятно. А вот дальше здесь находится Кантонская башня. На нее мы отправимся попозже. Коллекция каллиграфии, китайской живописи всех династий и несколько залов, где представлены временные экспозиции. Очень жаль, что объяснялки в начале залов
все на китайском языке. Милые музейные интерьерчики. В музее есть зал, посвященный 75-летию образования Китайской Народной Республики. Это временная выставка, потому что сейчас годовщина, но подробная фотовыставка расскажет нам об истории образования Китайской Народной Республики. Очень познавательная выставка, даже несмотря на то, что все надписи только на китайском языке, историю Китая, историю образования новой республики спокойно можно проследить по фотографиям. Фотографии подобраны очень качественно, красиво по цвету и красиво композиционно. Это я уже добавляю от себя как художник. То есть будете в Гуанчжоу, стоит зайти в музей. Тем более, что вход совершенно бесплатный. Можно посмотреть и познакомиться с историей очень быстро, буквально за 15 минут. Класс, конечно. Очень красивые, качественные фотографии. Посмотрите, какая красота. Это аэропорт в Шэньчжэне. То есть выглядит просто как piece of art, произведение искусства, если мы посмотрим на этот аэропорт сверху. И на второй, вот на этой же части стены, второй аэропорт, который меня очень заинтересовал. Смотрите, это Гуанчжоу в 2020 году. То есть самолеты приземлялись рядом с жилыми домами. И то, как выглядит аэропорт сейчас. Вообще в Китае все перемены происходят очень быстро. Это высокотехнологичная страна. Но ощущение, что весь мир отстал от Китая навсегда. Это правда. И вот к вопросу о том, насколько быстро все строится в Гуанчжоу. На верхней фотографии то, как это выглядело вдоль реки чуть раньше, и то, как это выглядит сейчас. Две большие разницы. Город будущего практически. Хочу сразу поправить себя, потому что с китайскими названиями всегда немножко сложно. Кантон – это все-таки местное название для Гуанчжоу. Но вся провинция называется Гуандong. То есть сюда входит и Шэньчжэнь. Например, вот эта фотография с парком развлечений относится к городу Шэньчжэнь. И во всей этой провинции, Гуандong, находится большое количество производств, ну, собственно, как по всему Китаю. Просто каждый город и местность вокруг специализируется на своем. Например, Гуанчжоу славится производством света в любых направлениях, машинного, домашнего и так далее, промышленного. А Шэньчжэнь, например, это столица software, это столица программного обеспечения в Китае. Район, где находится музей, считается очень дорогим районом. То есть в дорогих районах мы вполне можем увидеть здания, как вот эти вот, как жилые дома и университет, который сейчас я снимаю из окна музея. А это китайские женщины, которые готовят блины на кухне. Ну, на самом деле это шутка, но в этом музее очень классные, интересные скульптуры. Я люблю скульптуры такого содержания, когда они не очень серьезные, но немножко с юмором. Сейчас я хожу вокруг скульптуры козочек. Гуанчжоу считается городом коз, то есть некая легенда связана с этим. В древние времена у людей не было еды. Они настолько были бедны, что им совершенно нечего было кушать. И с небес спустилось 5 богов и дали людям еды. Эти боги ехали не на лошадях, они ехали на козах. Поэтому коза считается достаточно важным животным для жителей Гуанчжоу.
Вот существует такая легенда. Этот зал посвящен современному искусству, но с использованием старинных техник, например, таких как каллиграфия. С незапамятных времен китайские художники работают в этой технике и отрисовывают мелкие детали, контуры, сами фигуры одной и той же кистью, и той же кистью они пишут. В этом случае, в случае с современными работами, художники здесь также работают одной кистью, но используют пятно и линию. То есть изображение все равно основано на старинной технике. Ну вот он, отсыл к традиционной композиции, но такой немножко с иронией. Ну и здесь тоже присутствует ирония. А это зал современного искусства. Вообще подборка в этом музее оказалась очень хорошей. Вот эта картина довольно интересна. Такое вот использование холста, немножко с разной формой, с измененной формой. И, кстати, оказалось, что это работы выпускников арт-университета. Это их выпускные работы. Но если это их выпускные работы, то ожидается выпуск очень хороших художников. В нижней части музея вас ожидает вот такое вот интерактивное арт-представление. И посидеть можно на маленьких подушечках. Ощущение, что ты сидишь где-то посередине озера. Мы пришли в место, которое специализируется на супчиках. Местные жители любят почистить то, где они будут кушать, тарелочки, также палочки, потому что в Гуанчжоу очень жарко. На всякий случай, чтобы не подцепить никакой заразу, чтобы пока тарелки стояли, не проползли никакие насекомые. То есть это делается для гигиены. То есть все промывается, а потом выливается вот в эту вот тарелочку. Сейчас я проделаю то же самое после того, как сниму. Сварили мы супчик, принесли нам лимонный сок. И сейчас посмотрим, как мы его будем употреблять. Вот берет он кумкван. Сейчас он с ним будет какие-то манипуляции делать. Ага, у нас будет суп с кумквановым соком. Ну и так далее. Сейчас он разных ингредиентов туда положит. И говорит, можете добавлять еще соуса, масла, если хотите. В общем, надругиваемся над супом, как хотим. Ну и разливаем всю эту красоту по тарелочкам. Чего вот эти две тарелочки были? То есть в одну ты складываешь в соусы
еду, а бульон наливаешь в другую тарелочку. После первого супчика и после риса нам предложили еще суп. Я думаю, что уже сложно будет есть, но надо пробовать. Это говядина, а это как жареный тофу. И, видимо, потом мы будем зеленушку еще сюда бросать, скорее всего. And the green one we need to put to the soup or at the end? Окей. Сейчас я нахожусь на смотровой площадке второго по высоте здания в мире. Это башня Кантон Тауэр, находящаяся в Гуанчжоу. Она составляет 600 метров по высоте. И она вторая после здания, после башни Бурдж-Халифа в Дубае. Очень интересно посмотреть на город на закатном солнце. Сейчас для вас немножечко поснимаю. Но прежде хочу сказать, что башня построена, используя разработку русского инженера Шухова. Эту систему башен он разработал и запатентовал еще в конце 19 столетия. Билеты стоят 228 юаней, это примерно 3000 рублей. И включают они в себя подъем на закрытую площадку и на открытую. В принципе, можно вот так прокатиться вокруг площадки, если вы не боитесь высоты. Кстати, у Бурдж-Халифа нет выхода на открытую площадку. Небольшой прогулочный катер, правда, небольшой относительно, везет нас в 50-минутную прогулку по Жемчужной реке. Жемчужная река была жемчужным морем несколько тысяч лет назад и имела ширину 2 километра. Сейчас вдоль реки располагается множество достопримечательностей, и это любимое место для прогулок горожан и туристов. Днем здесь открываются приятные виды на город, вечером небоскребы красиво подсвечены и отражаются в воде. Потрясающее зрелище. Кстати, для прогулки на катере рекомендую брать верхнюю палубу. Она немного дороже, но и виды, правда, фантастические. Очень классное место на соседней улице с нашим отелем, но очень остро. Тут и овощи, и лягушечка. Сейчас принесут еще улиточек, вот баранина. И очень острый, но классный салат. А вот это блюдо, которое я сейчас снимаю, которое уже осталось совсем немного, это битые огурцы. В каждом ресторане его готовят по-разному, примерно как цезарь и тирамису в Испании. То есть каждое блюдо специализируется и славится своими битыми огурцами, но здесь это очень остро. Иногда готовят с васаби. В Китае вокруг много контрастов. Например, можно идти по красивой, шикарной улице с небоскребами, с красивыми отелями и магазинами, и ровно сзади отелей на параллельной улице можно увидеть настоящую, реальную жизнь простых китайцев. В провинции Гуандong, около города Фушань, на горе Сичао, находится самая большая статуя Будды, сидящего Будды. Это самая большая статуя сидящего Будды в мире. Первое упоминание об этом месте происходит 6000 лет до нашей эры. Здесь уже было поселение ремесленников, и сейчас это место одно из самых посещаемых в Китае среди туристов. Смотрите, чтобы сразу не возникло путаницы, во многих путеводителях пишут статуя Гуанинь, статуя Будды. Как объяснили мне местные жители, это Будда Гуанинь. То есть Гуанинь – это богиня, которая созерцает
созерцает, находится над миром. Статуя 62 метра по высоте. И самое интересное, что от Гуанчжоу сюда ходит прямая ветка метро, но на машине примерно час езды. Представляете? То есть каковы технологии, чтобы провести линию метро аж до города Фушань и именно до этого священного места, которое сейчас является национальным парком. На этой стене тоже можно увидеть барельефы, множество Будд. Да простят меня буддисты, если я скажу сейчас что-то неправильно касательно их религии, но дело в том, что Будда– это и мужчина, и женщина в одном лице. Поэтому, допустим, сюда приходили верующие, которые хотели иметь детей и молились богине Гуанинь. Настоящий золотой Будда. Это настоящее The золото. middle one is a Buddha, Sikamuni. Мгм. From Сикамуни Будда, Yes. индийский, в середине. И считается, что буддизм стартовал именно с Сикамуни Будды. Это был первый бог Будда, и сама религия родилась в Индии. Это тоже статуя Гуанини Будды. То есть у Гуанинь можно попросить хорошего крепкого здоровья. То есть очень-очень интересно. Вот в Китае считается, что Гуанинь, почему она называется созерцающей? Потому что у нее 1000 глаз и 1000 рук. И, кстати, основной религией у китайцев является буддизм. Я спрашивала, что еще, в кого верят еще китайцы. Практически 100% буддисты. Посмотрите, и вся стена занята фигурками Будды. То есть люди выкупают эти места и ставят сюда свою фигурку. И это приносит удачу, если твой Будда стоит в этом храме. Вот посмотрите, около некоторых есть имена, это значит, люди оплатили за свою статую, и статуя теперь является именной. Если имени нет, то этот Будда пока ничей. И вот стена, которая рядом с Буддой, более дорогая. Присутствие здесь стоит $10 000 в год. Чем дальше от Будды, тем немножко дешевле. Интересно. А это Вэнсу Будда. Будда для умных и интеллигентных. Например, если вы хотите попасть в университет, вы молитесь именно этому богу. И тут та же история, что и с Гуанинь. Вы можете проплатить свою статую и оказаться рядом с Буддой. Лестница, ведущая наверх к основной статуе Будды Гуанинь. Как этот национальный парк посвящен Будде, везде флаги. Вот эти вот цветные вертикальные полосы – это буддийский флаг. Красоты китайской архитектуры. Статуя Будды открыта для посещения верующими с 1998 года. И на воротах надпись, что люди должны быть добрыми друг к другу и не создавать проблем для других, и тогда будет счастье и благословение. На это дерево можно повесить записочки с пожеланиями, с тем, что можно попросить у Будды. Около статуи Будды тоже находятся списки с именами. Можно оплатить свое присутствие здесь, и пребудет с вами удача. Постамент, где сидит Будда, окружен небольшим прудиком, где живут рыбки и черепашки. Внутри статуи находится музей Гуанинь. Вся эта красота в музее, все эти барельефы сделаны из дерева.
И музей посвящен истории жизни Будды. Типа, Можно заплатить 100 юаней, и в течение 2 дней the one- ваша свечь будет стоять вот там, около постамента Будды, и будет играть музыка периодически. Можно попросить интеллигентности, удачи, здоровья, удачи в бизнесе, и либо оставить это здесь, либо унести домой. Сад Цинхуэй – это традиционный сад Южного Китая в стиле линань, построенный в конце правления династии Мин на стыке 16 и 17 веков. Расположен сад в районе Шунде, города Фушань, провинции Гуандон, Китай. Изначально сад Цинхуэй был особняком императорского ученого Хуан Шицюня, ученого номер 1 на высшем императорском экзамене во времена правления императора Вань Ли из династии Мин. Этот сад является одним из 10 знаменитых садов Китая и одним из 4 знаменитых садов провинции Гуандун. Что такое древний стиль садоводства линань? Внутри сада есть чистая вода и цветущие леса. Вода, деревья, каменные холмы, небольшие мостики соседствуют с киосками и павильонами, создавая гармонию и покой, необычный пейзаж. В саду обустроены красивые внутренние дворики. В качестве украшений используются керамика, серый пластик, дерево, стекло, резьба по кирпичу, дереву и витражи. Кстати, сюда не так часто ступает нога европейского туриста, а уж про толпы, как у Пизанской башни в Италии, и говорить нечего. Вот и здесь, так же как и у монумента Будда Гуанинь, я не увидела туристов. Зато сами китайцы активно интересуются культурой своей страны. Для китайских садов очень характерно наличие прудиков с золотыми рыбками и черепахами. Черепахи символизируют долгую жизнь. А вот образцы того, как люди сдавали раньше экзамены. То есть вот такие были маленькие комнатки, они сидели здесь, писали и не могли списать друг у друга. Традиционный для Восточной Азии столовый прибор – палочки для еды. Около 30% всего населения планеты едят палочками. Азиатская кухня не сбавляет обороты, всегда в тренде, и популярность ее растет, и эта цифра тоже. Кстати, китайская традиция есть за круглым столом. В центре плоский круг на вращающейся подставке. Из больших тарелок, в которых подается каждое блюдо, гости перекладывают пищу себе в маленькие тарелочки. Первыми подаются холодные закуски, затем горячие, потом основное блюдо, а в конце суп или бульон. В провинциальной части Китая очень сложно найти кафе, где можно заказать горячий кофе. Это не в китайской культуре. Напитки в пластиковых бутылках смешанные найти можно, а хороший кофе в европейском понимании не так просто. Как, например, мы привыкли в Испании, Испания кофейная страна, как мы привыкли кортадо, карахио и так далее. То есть разные варианты кофе. Но, в принципе, в целом найти возможно. Но чаще всего это все равно будет подаваться в виде фастфуда или взять с собой. Недалеко от Гуанчжоу, где-то в 1,5 часах езды, находится славное местечко, название напишу. Здесь находится несколько водопадов. По легенде необходимо забраться вон туда, и тогда вас ожидает бессмертие. Это 9999 шагов. Но если вы поднялись на 4099, уже хорошо. Вас ожидает здоровье и благополучие. Идеально, если вы подниметесь до конца. Но это 5-6 часов в одну сторону. Уже только до первой части придется идти примерно 3 часа. Перед входом в природный парк нас ожидают вот такие вот ларечки. Здесь можно купить головные уборы, что-то солнцезащитное, перекусить, сувениры. И вход в парк стоит 60 юаней. Водопад является одной из природных достопримечательностей в провинции Гуандон. Здесь природа так и осталась дикой и необузданной, как и много лет назад. В выходные здесь немного шумно, в будни поспокойнее.
Этот хайкинг-маршрут можно назвать маршрутом повышенной сложности. Несмотря на то, что по длине он всего 6,5 километров, подъем идет все время вверх. Полностью маршрут можно пройти за 5-6 часов. Первая часть пути пройдена. Та часть, которая отвечает за удачу, здоровье и долголетие. Вот в такой машинке можно себе нацедить тростникового сока. Здесь в этом месте оказалось, что нет воды, но зато полно разных натуральных чаев и соков. Посмотрим, на что он похож. Нацедили мне в такую бутылочку тростникового сока. Сейчас посмотрим, на что это похоже по вкусу. Ну, довольно вкусный, но слишком сладкий. А так ничего. Разок попробовать можно. Друзья мои, около горы есть совершенно изумительный местный ресторан. Очень вкусно. Вот чуть-чуть еще принесли. Мелкие креветки, рыбешки. В Испании тоже такие есть, но в кляре. Кляр такой, не вызывающий изжоги. Орешки сделаны изумительно. Доза соли, то, что надо. И самое интересное, хоть я и не пью, но попробовать пришлось. Местный коньяк, то есть французский коньяк отдыхает. А это тоже, кстати, сахарный тростник. С соусом это просто что-то изумительное. Битые огурцы – это традиционное блюдо. Это, как я уже повторюсь, как цезарь и тирамису. А здесь в каждом заведении это делают по-своему. Очень быстро пролетели 3,5 дня в Гуанчжоу. Сейчас я нахожусь в аэропорту и лечу в Пекин. Дорога составляет 2 часа 45 минут, и билет, внутренний перелет, обошелся 350 евро. В Гуанчжоу и в Кантоне я уже была, и была уже готова к тому, как это будет выглядеть, и что в этом регионе замечательная, хорошая кухня. Всегда можно найти еду на любой вкус. Говорят, в Пекине все выглядит иначе, ну, сейчас посмотрим. Но зато Пекин – это город с древней культурой, все ценности находятся там. Большинство ценностей культурных и исторических. Кантон – это все-таки достаточно молодой регион. Ему всего 75 лет. Примерно он начал развиваться с начала образования Китайской Народной Республики. А я пока жду своего рейса и пью кофе из пластикового стаканчика. Но, наконец-то, удалось найти хороший экспрессо. С вами Галя Карен. Не забывайте подписываться на мой канал. Это важно для развития моего канала. А вы будете получать уведомления о новых видео. Очень часто в маленьких магазинчиках и в магазинах можно найти что-то, чего нет в европейских и в российских магазинчиках. Иногда это совершенно неожиданные вещи, не то, к чему мы привыкли. Я искала себе орешки в самолет, и вот нашла такую упаковку, 14 пачек по 20 грамм. Очень удобно, прям такой самолетный размер. И микс орехов. Классно взять с собой. А это мой номер, моя капсула в отеле. Здесь тоже есть возможность попить чай, кофе. Вот живет вот это все в таком приятном шкафчике. Ну и дальше. Ванная, которая выходит прям сразу в комнату. Можно закрыть дверьми. Хочешь, принимай ванну. Хочешь, иди в душевую кабину. Так, а это уже ресторанчик в Пекине.
Здесь посуду мыть не обязательно. Именно дополнительно, так вообще-то, конечно, нужно, для того, чтобы дезинфицировать от букашек, потому что здесь холодно. Дальше следующее блюдо будет вариться в этом котле с жирным растительным маслом. Сюда добавили немножко водички. И сейчас здесь будет готовиться мяско. Интересная концепция. Вот такое вот здесь показывают представление, связанное с лапшой. Сейчас мы приехали в отправную точку, откуда идут туристические автобусы, чтобы подняться на участок Великой Китайской стены. Это где-то примерно 75 километров от Пекина. Великая Китайская стена начала строиться 2000 лет назад, и последний участок был достроен в 15 веке. Строиться начала стена для того, чтобы защитить Китай от набегов монгольских кочевников, которые забирались вглубь земли китайской и разоряли ее, потому что китайская земля достаточно плодородная. Произрастает очень много пшеницы, фруктов, овощей. То есть достаточно такая богатая урожайная земля, и они всегда стремились ее захватить. И таким образом была выстроена стена, причем даже какой-то кусок находится в море, для того, чтобы кочевники не смогли по морю переправиться. И защитили родину от набега кочевников, победили в результате. И, соответственно, столица, которая находилась в то время в другом месте, переехала в Пекин для того, чтобы закрепить победу над монгольцами, как говорят китайцы. А это фуникулер на двоих человек, который сейчас нас поднимет к участку Великой Китайской стены. Здесь можно красиво погулять по осени. А спуститься с горы можно вот на таких саночках и регулировать самостоятельно скорость. Не знаю, решусь я или нет, но посмотрим. Данный туристический аттракцион предполагает поход влево и вправо. Здесь можно погулять по стене, и считается, что ты заодно гуляешь по горам. Вот такие же блогеры типа меня делают здесь свои шортсы и рилсы. Таким образом, расцвет Великой Китайской стены, если можно так сказать о стене, приходится на 15 век при династии Мин. А так, как я уже сказала, она начала строиться 2000 лет назад. И ступени имеют такую форму для того, чтобы монголы, это так говорит наш гид, чтобы монголы не могли подняться. Китайцы тоже маленького роста, и
Но они могут подняться спокойно по этим ступенькам, а монголам сложно. Вот она, вот эта часть, где заканчиваются мелкие ступеньки, которые выматывают. Начинаются крупные ступени, которые должны были врага, так сказать, тоже измотать. И маленьких низкорослых монголов можно было легко убить, чтобы они не смогли подняться. Для них построены эти высокие ступени. Вот такие вот препятствия приходится преодолевать, чтобы взбираться на участки стены и сделать красивые видео. Ну, в этом месте все. Тупик. Дальше уже идет сломанная часть стены, но урна, что самое интересное, имеется, хотя место выглядит довольно таким заброшенным, несмотря на толпы туристов. Изначально продолжительность Великой Китайской стены 6000 километров. Где-то на горе, но сейчас это скрыто за дымкой, находится спящий Будда. Вот там на горе лежащий Будда, нос, подбородок. Видно, конечно, через дымку не очень хорошо, но в Китае во многих местах дымка. Ну, как мне объяснили, что вот эта дымка – это все-таки природная дымка, не связана никак с экологией. Зашли в придорожный деревенский ресторанчик недалеко от Великой Китайской стены. И, как обычно, еда оказывается очень вкусной. Хуцай. Салатик. Мгм. Битые огурцы, да? Огурцы называются битые не потому, что их бьют перед тем, как подавать, а их ножом как бы разбивают. Такие вот классненькие, интересные интерьеры этого места. Очень аутентично. А вот так ресторанчик выглядит снаружи. 靠山屯儿，东北农家菜。 Надеюсь, друзья, вы запомнили. За моей спиной немногие из сохранившихся ворот в запретный город. За стеной находился дворец императора, куда вход был разрешен только императорской семье, соответственно, и приближенным. Раньше у каждой страны было по 9 ворот, потому что девятка – это символ власти. Сейчас осталось их не так много, и в основном стену убрали. У императора было много жен и наложниц, но официальных жен было 2. Восточная и западная. Западную ему выбирали родители в детстве. Вторую жену он выбирал себе сам, когда становился взрослым. Незавидна была судьба женщин в эти годы. Наложницы и неофициальные жены были как личные вещи. И если император умирал раньше времени, то жен и наложниц тоже убивали, заживо складывая в гробницу к императору. Оставляли только 2 императриц в живых. Для того, чтобы попасть на главную площадь страны, вот нужно отстоять вот такую очередь. И в конце очереди нас ждет проверка документов. Как в старые добрые советские времена. В 1989 году на площади произошло кровавое событие. Здесь была демонстрация. Вообще, если честно, то главная площадь Китая очень похожа по дизайну
на многие советские площади. Но с тех пор, как было подавлено восстание, так они называли забастовку студентов, вообще законом жестко запрещено проводить любые манифестации и митинги. Ты сразу отправляешься в тюрьму. А это дворец съездов коммунистической партии. Вот такая вот огромная площадь. Отобрали микрофон на площади. Полиция несколько раз подходила. Хотели вообще забрать микрофоны. А тут нельзя снимать, даже для себя. Именно с микрофоном. Тоже интересный факт о Китае. В Китае родители, наоборот, платят за то, чтобы мальчики шли в армию, потому что дети, которые не очень хорошо учатся и не могут поступить в университет, предпочитают идти в армию. Отслужив в армии, получаешь хорошие льготы в будущем. Здесь очень хорошо платят. Поэтому китайские родители, наоборот, приплачивают, чтобы ребенка забрали в армию. Крыша дворца желтая, а желтый – это символ богатства. Здесь мы видим портрет Мао Цзэдуна, отца коммунистической партии. Обратите внимание, что крыша дворца двухъярусная. Согласно легенде, у Бога во дворце трехъярусная крыша. У земного дворца крыша не может быть значительнее, чем у небесного. Император считался наместником Бога, поэтому крыша двухъярусная. Кстати, это главная дорога. В Китае соблюдаются прямые линии, центральный вход на прямой линии, дворец Мао Цзэдуна, мавзолей, то есть Мао Цзэдуна на прямой линии. И вот передо мной на площади Национальный музей Китая. Кстати, высота флагштока 33 метра, что символизирует 33 провинции Китая. Причем сюда они включили Тайвань, который сейчас является независимым государством. Китайцы по-прежнему считают, что Тайвань – это часть Китая. Перед нами лозунг «Да здравствует Великая Китайская Народная Республика». И вот это вот дворец императора и императрицы. Центральные ворота. Две вот эти буквы «П», смотрящие друг на друга. Слева и справа находились казармы. Это солдаты охраняли дворец. Во дворце 9999,5 помещений. Почему такая неровная цифра? Потому что у Бога 10 тысяч, а император – его сын. Все из дерева, все из дерева. И художники делали роспись вручную. Это произведение искусства. Если погладить эти блестящие ручки, вас ждет богатство и процветание. На самом деле сам дворец состоит из двух частей, внешняя и внутренняя часть. Это внешний двор, где император занимался своими делами. И внутренний двор, где он жил со своими наложницами. Как обычно, символ богатства – это внутренний небольшой прудик. Здесь это канал. Да. Не понимаю, Аманда говорит, Кстати, чтобы попасть во дворец, тебя много раз спросят паспорт, проверят сумку.
Меня пытались, как я уже возмущена, немножко отобрать микрофоны. Лев и львица справа и слева отвечают за благополучие дома. Вот львица. Это дворец высшей гармонии. Рано утром к императору сюда приходили чиновники, и император занимался с ними своими государственными делами. И это все еще внешняя часть дворца. Можно сказать, офис. Драконы – символ долголетия. Справа налево Будда на драконе, 9 сыновей дракона, сам Будда снова и сам дракон слева. Дворец сохранения гармонии, павильон для отдыха императора. Очень много жилья у него было, и мы все еще находимся во внешнем дворе, потому что император – это сын бога, и ему нужно много комнат. Павильон для временного отдыха императора. Женщины могли спокойно гулять по этому двору. Но внутрь, вот сюда, их не пускали, вот именно в этот дворик. Когда император уставал, он уходил туда. Там дворец небесной чистоты. Только на первом здании мы увидели полностью 9 сыновей дракона, самого дракона, 2 Будд. На всех остальных зданиях их поменьше. Все потому, что это иерархия. То здание, которое мы снимали, было самым главным зданием. На зданиях, которые чуть-чуть попроще в иерархии, стоят пониже, нет такого количества Будд, драконов и сыновей драконов. В Пекине очень мягкий и приятный климат. Чаще всего сухо и солнечно. Летом жарко +40, зимой -13. Единственный недостаток – экология. В городе присутствует постоянный смог. Население составляет 22 миллиона человек, вместе с пригородами – 30. Пекин входит в десятку самых густонаселенных городов на сегодняшний день. Площадь города около 16,5 тысяч квадратных километров. Пекин состоит из 6 колец, чтобы удобнее было перемещаться. Но вторая большая проблема города – пробки. В Пекине достаточно безопасно. Здесь суровые законы, есть смертная казнь, расстрел. В Китае образование обязательно 9 лет. Если вы не учитесь, вас оштрафуют. Это действует советская система. Кстати, в Китае любят и уважают россиян. С помощью России в свое время Китай выиграл китайско-японскую войну. Императорский сад. Да, камушкам 600 лет. Вот этот значок обозначает, что это принадлежность к Пекину. Бейджин, Б, север, Джин, столица, северная столица. А это значок принадлежности к полицейской машине. То есть все машины вот с такими значочками обозначают, что это столичные машины. И вот мы вышли из дворца. Наконец-то я уже могу нормально, по-человечески записывать в микрофон. Император даровал Далай-ламе монастырь в подарок, но стиль самого монастыря императорский. Немножко из истории религии. Ламаизм – это одна из школ буддизма. Там есть Далай-лама и Панчалама. Далай-ламу сейчас выгнали по той причине, что он поссорился с Мао, потому что Мао сказал, что все люди должны быть равны, а в Тибете только хорошо живут ламы, а остальные люди как рабы. Лама был против, он поссорился с Мао, была война, и он убежал в Индию. А Панчалама слушается правительства, и поэтому он сейчас главный на Тибете.
Здесь надписи на 4 языках: маньчжурский, китайский, тибетский и монгольский. Это, кстати, монголы принесли в Китай ламаизм. Перед нами ворота гармонии. И вот здесь были 2 башни. Вот сейчас они тоже здесь есть. Здесь барабан и колокол. Они используются во время празднеств. В храме, через который мы прошли, сидел Будда будущего. Он всегда улыбается. К нему приходят женщины попросить детей. Также можно у него попросить просто хорошего будущего. Просто дело в том, что в храме нельзя снимать, потому что это действующий монастырь, поэтому рассказываю это во дворе. Гора, которая символизирует ад, рай, и посередине живут люди, которые после смерти попадут туда или туда. И по теории буддизма мир состоит из 3 времен. Ну вот здесь, в этих нишах, сидят 3 Будды. Будущее, прошлое и посередине настоящее. Можно попросить Будду прошлого узнать о своем прошлом, Будду настоящего попросить хорошей жизни и Будду будущего попросить тоже хорошей жизни. Монахи придумали такую штуку. Крутишь этот цилиндр, и считается, что ты прочитал все каноны, потому что все каноны прочитать невозможно. То есть 1 раз покрутил, прочитал, 1 раз покрутил, прочитал. Вот такая вот немножко хитрость. Красивейший храм 10 тысяч счастья. Как я уже говорила, что внутри храма снимать нельзя. Ну, даже из уважения к верующим, в любом случае, если было можно, все-таки не стоит. Вот в этом храме находится сандаловый Будда будущего, самый большой в мире. Высота его составляет 26 метров. И можно постоять рядом с ним, собирая позитивную, положительную энергию, которая будет оздоравливать. Потому что в ламаизме считается, что если человек заболел, в первую очередь заболела его душа, и нужно лечить душу, а потом уже тело. Вот такая вот красота. Дедушка пишет стихи водой, они потом высыхают. Интересно. Парк Джингшань. Это часть бывшего императорского сада. Раньше она относилась к императорскому дворцу. Это часть парка. Раньше здесь ходили только император со своими женами и наложницами. А сейчас это народный парк. И, например, пожилые люди гуляют здесь с утра и занимаются спортом. И вот такой вот шикарный вид открывается с высоты этого холма замечательного. Сейчас время 5 часов 15 минут. Здесь уже темнеет достаточно рано. А это вот значок самого центра Пекина. Белая пагода относится тоже еще к территории дворца. Представляете? Ну как же побывать в Пекине и не попробовать пекинскую утку? Зашли в место, которое популярно среди местных. Пришлось ждать в очереди 20 минут. Это говорит о том, что заведение классное. А менеджеры, и повара и официанты бегают как ненормальные. Вот, и сейчас я смотрю, как это все разделывается. А это вот уже принесли нашу уточку, и он сейчас нам ее разделывает. Если мы все правильно делаем, то вот это мяско в отверстие в булочке засовывается. А изнутри уточка подогревается на свечечке.
Пекинская утка делается так. Уточка накладывается в листик с разными ингредиентами. Вот Ира взяла вот этот листик, положила туда уточку и добавляет сюда вот этих вот штучек. А теперь и Игорь делает то же самое. Небольшое резюме моему пребыванию в Пекине и в Гуанчжоу. В Пекине оказалась очень красивая старинная архитектура, но в общем и целом нет какой-то архитектурной целостности. Город как будто утекает сквозь пальцы и нет определенного стиля. В этом плане Гуанчжоу оказался более цельным. Южный город, немного похожий на Сочи, с современной архитектурой, которая красиво сочетается со старинной и даже немного с китайскими трущобами, можно назвать так. В Пекине этого не оказалось. То есть почувствовать вайб города полностью не удалось, хотя храмы очень красивые. И, как вы видите, в Пекине тоже есть очень приятные, симпатичные по интерьерному дизайну места. Это внутренняя часть отеля, где я остановилась. По населению Пекин гораздо больше, чем Москва. Москва составляет вместе с приезжими 25 миллионов человек, а в Пекине проживает около 30. И по площади город тоже больше. Про транспорт я не рассказывала, потому что всю дорогу мы перемещались на машине гида. Здесь без гида довольно сложно. Погулять самим можно, но лучше, когда знающий человек расскажет историю города. Насколько я поняла, перемещаться можно на метро. Здесь достаточно удобная линия метро и удобная схема метро. И перемещаться можно на такси и на автомобилях. В 1989 году на главной площади города произошло достаточно кровавое событие. Это была забастовка студентов. Студенты бастовали против коррупции, но восстание было жестоко подавлено. Весь мир был возмущен этим событием, но Компартия Китая была непреклонна. Она сказала, что эти люди приравниваются к террористам, с террористами мы сотрудничать не будем. И до сегодняшнего дня все выступления, все протесты, все демонстрации запрещены законом, жестко подавляются, и люди сразу отправляются в тюрьму. И вчера мне на площади не дали поработать с микрофоном, потому что ты рассматриваешься как иностранный журналист. Снимать было можно, но с микрофоном нельзя. Поэтому я это рассказываю не на площади. С вами Галя Карен. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, и вы узнаете много нового. Это очень важно для развития моего блога. А это старинная пешеходная улица, которая начинается вот в этом месте. Улицу облагородили к Олимпиаде в Пекине. Это башня лучников. Здесь находится охрана президента. И дальше по прямой идет вот эта замечательная улица. Экзотика маленьких улочек Пекина. И вечно тебе кто-нибудь бибикает, даже если ты идешь правильно. Тебе всегда могут оббибикать, что ты мешаешь движению транспорта. Как живут простые пекинцы. Очень многие ютятся до сих пор в комнатушках одной семьей, и у многих нет умывальника, душа и туалета. Пользуются общественным туалетом.
Закончилась моя прекрасная поездка в Китай. Я уже в Барселоне, пришла даже в себя, потому что перелет отнял достаточно много сил и энергии. Было очень интересно. Китай огромная страна, его можно посещать бесконечно. Я была всего в 2 местах и постаралась вам максимально рассказать интересно о них. А вы были в Китае? Если не были, настоятельно рекомендую. Если все-таки не были, то воспользуйтесь моей информацией. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Вы узнаете много нового. Мне это будет приятно, для развития моего блога полезно. До новых встреч!